Россия готовится к удару по Крымскому мосту, Путин в игноре, а друзья Лукашенко шикарно отдыхают в Арабских Эмиратах. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Во Франции отмечают 80-летие высадки союзников в Нормандии. Путин за бортом. Кремлевского лидера не пригласили, хотя ранее он был одним из главных гостей. Никакого приезда не планировалось. Собственно, да и контактов-то у нас никаких особых нет. Швейцария готовится к любым сценариям. Посреди автомагистрали приземлились F-18. Что известно о необычных маневрах воздушных сил? Нацистские девизы в Мосгордуме. Депутат произнесла фразу, которая написана над входом в концлагерь Бухенвальд. Все сегодня поддерживают СВО, понимаете, а вы против. Друзья, доброе утро. Оставляйте свои лайки, подписывайтесь на канал, а также делайте репосты. Для нас это очень важно. Кроме того, оставляйте свои комментарии. Мы благодарны за обратную связь. Что ж, об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаем. В ближайшие дни Зеленский и Байден проведут две встречи. Об этом говорят в Белом доме. Одна пройдет на полях саммита Большой Семерки, а другая ожидается уже 6 июня во Франции, где состоится торжественная церемония по случаю празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Россию, кстати, не пригласили на это празднование. Отмечу, что Байден после всех торжеств отправится в Париж, где проведет переговоры еще и с Макроном. На повестке дня Украина. Байден совершенно ясно дал понять, что его приоритетом на сегодняшний день является оказание военной помощи Украине, в первую очередь, особенно в контексте эскалации наступления России вокруг Харьковской области. Поэтому он уделяет особенное внимание этому конкретному аспекту. И именно поэтому он дал добро на использование американского оружия, чтобы иметь возможность наносить удары по целям в Харьковской области на территории России. С другой стороны, Макрону, я думаю, в определенной степени удалось наладить отношения с Вашингтоном. Напомню, что Путин сейчас тщательно выбирает страны для своих немногочисленных путешествий, так как Международный уголовный суд выдал в свое время ордер на его арест. Песков же заявил, что в Кремле и не планировали поездку в Нормандию. Хотя, напомню, ранее Путина встречали во Франции на торжествах, посвященных высадке союзников. И тогда Путин заявлял, что считает участие России в этом мероприятии знаковым. Нет, это никак не обсуждалось, никакого приезда не планировалось. Собственно, да и контактов-то у нас никаких особых нет. Следующий год, вы знаете, для нас чрезвычайно важный. Это 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это и есть основной приоритет для нас. В Мосгордуме тем временем решили бороться с иноагентами, угрожая фразами, которые стали известны благодаря нацистам. Отличилась на этот раз депутат Людмила Стебенкова. Женщина в цветастом платье из партии Путина, завершая свою эмоциональную речь о том, как иноагенты принесли в Россию наркотики и ЛГБТ, решила добить всех фразой «каждому свое». А эта фраза, я напомню, была написана именно нацистами над главным входом в концлагерь Бухенвальд. Выступая перед депутатами городской думы, Стебенкова цитировала Путина и заявила, что все поддерживают так называемую СВО. Уважаемые коллеги, иноагенты и прочие, вот даже грузины, мои любимые православные ребята, наконец поняли, да, куда их тащат. Нет у вас никакой поддержки вообще в обществе. Все сегодня поддерживают СВО, понимаете, а вы против. Вы против независимости нашей страны. Вы за то, чтобы мы как эти самые, как суслики ходили здесь и в московском парламенте. Я желаю, конечно, всем на выборах удачи, каждому свое, но я все-таки хочу, чтобы москвичи, и я уверена, я надеюсь, во всяком случае, мы в конкурентной борьбе выберем достойный парламент, который будет осуществлять развитие города так, как он развивается сейчас. Большое спасибо. Из интересного, Стебенкова желала удачи иноагентам в выборах, однако, согласно недавно принятому закону, иноагенты не могут принимать участие в каких-либо выборах в России. Путинские дочери выходят в свет. Мария Воронцова и Екатерина Тихонова собираются выступить на Международном экономическом форуме в Петербурге. Об участии сразу двух дочерей Путина на одном мероприятии пишет проект «Ферридейл». Авторы уточняют, что Мария Воронцова выступит в качестве члена президиума Российской ассоциации содействия науке, а Катерина Тихонова как гендиректор иннопрактики. Модератором младшей станет пропагандист Соловьев.
Moscow Times сообщает, что семья Путина станет главным хедлайнером экономического форума в Санкт-Петербурге. Например, среди участников числится еще и двоюродная племянница Путина. В целом же напомню, что после начала полномасштабной войны анонимные пользователи пытались подчистить Википедию и удалить информацию о введенных западных санкциях в отношении дочерей кремлевского диктатора. Об этом сообщали журналисты важных историй. Кроме того, тогда медиа уточняли, что анонимов интересовала также информация о личной жизни Тихоновой. В частности, о ее совместном ребенке с Игорем Зеленским, который является артистом балета, и о том, что Тихонову в ее поездках сопровождают офицеры службы безопасности президента. Берлин продолжает укреплять свои вооруженные силы. Олаф Шольц побывал на авиасалоне и заявил, что страна приобретет еще 20 самолетов. Напомню, что в Германии за последние 2 года неоднократно заявляли о том, что немцам необходимо готовиться к возможному противостоянию с РФ. Именно немецкая разведка и специалисты говорили о 8 или же 10 годах, которые есть у НАТО для того, чтобы подготовиться к большому конфликту. В то же время Шольц постоянно акцентирует внимание на том, что Германия не хочет войны с Россией. Берлин не передает Украине ракеты «Таурус», однако разрешил бить своим оружием по объектам на территории РФ. Именно из-за того, что в прошлом спрос был таким низким, наша отечественная промышленность больше не располагает на рынке всем, в чем сегодня остро нуждается Бундесвер. Поэтому мы прибегаем к продукции наших союзников. Возьмем, к примеру, тяжелые транспортные вертолеты. Есть некоторые вещи, которые мы просто не можем дождаться. Но скорость — это только один из важных аспектов. В то же время я решительно выступаю за сохранение и расширение производственных мощностей. Именно поэтому мы закажем еще 20 истребителей Eurofighter до конца этой законодательной сессии, в дополнение к 38 самолетам, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. Готовятся к экстренным ситуациям и в Швейцарии. Там просто посреди автострады приземлились истребители. В частности, самолеты F-18 совершили посадку, а вскоре и взлетели с сельского участка автомагистрали А1 между городами Аванж и Паерн во франкоязычной части страны. Таким образом, военно-воздушные силы Швейцарии решили проверить свои возможности действовать с импровизированных мест в период повышенной напряженности в сфере безопасности в Европе. Так пишет об этом событии Рейтер. Такие действия ВВС на автостраде стали первыми за последние 33 года. В Швейцарии заявили, что их аэродромы в случае угрозы могут быть уязвимы для дальнобойных ракет противника, поэтому и пытались действовать вне зоны этих стратегических объектов. Напомню, что уже 15-16 июня в Швейцарии пройдет глобальный саммит мира, где будет обсуждаться формула мира Владимира Зеленского. Российские войска пытаются сделать все возможное, чтобы сохранить главный символ Путина – Крымский мост. Агенты подпольного движения «Атеш» сообщают, что оккупанты готовятся к возможному удару по этому мосту. Для этого выставили старые баржи вдоль строения, очевидно опасаясь украинских морских дронов. Кроме того, к мосту перебрасываются дополнительные системы ПВО. В военно-морских силах ВСУ также сообщали, что для защиты Крымского моста россияне стали активно использовать авиацию. Тем временем издание Bild пишет о том, что Украина, вероятно, готовится к атаке на Крымский мост. Но когда и при каких обстоятельствах это произойдет, конечно же, не ясно. Некоторые наблюдатели считают, что удар по паромам может быть признаком готовящейся новой атаки на Крымский мост. Согласно этой версии, Украина хочет сделать так, чтобы Россия не могла сразу же снова рассчитывать на паромы, как на замену железнодорожному маршруту через Керченский пролив. Но не только мост хочет спасти Путин, а и себя. The Moscow Times пишет, что кремлевский диктатор посещает публичные мероприятия в бронежилете. Так выполняет рекомендации Федеральной службы охраны и делает это как минимум с 2023 года. Однако в украинской разведке заявили, что Путин или же его двойники пристрастились к бронежилету еще 5 лет назад. Путин по заказу Лукашенко шаманит над погодой. Очередное комедийное представление устроил самопровозглашенный президент Беларуси в Иркутской области. Женщинам, которые собрались посмотреть на живого, но уже не молодого диктатора, он принялся рассказывать, при какой температуре чувствует себя хорошо.
По словам Лукашенко, порой ему приходится звонить Путину, чтобы тот исполнил его желание. Ирван вчера попросил вот эту природу, я созвонился. С Путиным созвонился, заказал в Кремле. Владимир Владимирович нам вот вчера. Нет, это моя погода. Это он любит теплую погоду. Южный человек, а мне надо. Там у нас вечный спор с президентом России. Он любит такую нормальную погоду, теплую, а я вообще не могу. А вот солнечную погоду, даже жаркую, белые пески и роскошь Объединенных Арабских Эмиратов очень любят приближенные Лукашенко. Издание «Бюро Медиа» в своем расследовании рассказывает о семье Сергея и Татьяны Аношко, которые работают с Виктором Шейманом, давним соратником Лукашенко. Авторы издания пишут, что Аношко, цитирую, «активно участвует в семейных схемах Лукашенко и поэтому могут позволить себе в Беларуси и за ее пределами настоящую лакшери-жизнь. Дорогие украшения и одежду от кутюр, отдых за $100 000, новогоднюю ночь на закрытом концерте Кайли Миноуг». Это расследование вышло благодаря в том числе и киберпартизанам Беларуси, сообщает Бюро Медиа. Издание в деталях рассказывает, как устроены эти схемы Лукашенко, кто за что отвечает и, главное, кто за что и на чем зарабатывает деньги, которые не снились обычным гражданам республики. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите и можете присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, оставляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.